Недострои в Польше. Что с ними происходит, если они действительно в Польше? Давай разбираться. Недостроев в Польше и в Варшаве нету. Вообще? Лично я знаю про два. Один еще с времен кризиса, там 8-9 год, и один напротив Аркадии в известном месте с времен ковида. В Варшаве, да? В Варшаве, скажем, да. Я вообще искал по всей Польше. Наверное, в каком-то одном селе где-то что-то есть. Но все законы, которые касаются рынка первичной недвижимости, они работают по всей Польше. Соответственно, про это сейчас чуть подробнее расскажу. Соответственно, если где-то даже есть какой-то недострой, по закону все деньги вкладчикам обязаны вернуть сразу же. То есть, смотри, есть два недостроя за последние 20 лет в Варшаве, да? Но нету ни одного вкладчика, который бы потерял деньги на недострое. Почему так происходит, что в Польше нет недостроев? Как выглядит законодательство, рынок, что этого не случается? Для этого есть ряд определенных страховок. Первая страховка — это обязательное страхование, которое застройщик каждый год оплачивает. Такой общий котел, такой еще общак, в который обязательно застройщики вплачивают какую-то сумму денег. Если по какой-то причине застройщик не может достроить этот объект, он обанкротился, кто-то умер, проигрался в карты. Я почему всегда этот пример привожу, потому что такое было в 2016 году. Очень известный застройщик, там за долги перед казино они продавали акции, продавали недвижимость дешевле, то есть там инвестор покупал целый дом или там целый ЖК скупали, но они с этого вышли, то есть они побороли эту историю у себя внутри, и дальше все окей. Такие истории бывают. И тогда что происходит? Или другой застройщик этот актив выкупает и достраивает, или деньги возвращаются вкладчикам. За счет этого общего котла, да? Да, из этих страховок. И смотри, из этих страховок берутся деньги, отдаются вкладчикам только в том случае, если застройщик уже как-то не может эти деньги вернуть. Но обычно застройщики все строят за свои деньги, не за кредитные. Это очень богатые компании. И эти же застройщики, они деньги не получают. Вот ты хочешь купить квартиру, ты говоришь, я все 100% хочу заплатить. Застройщик говорит, мы еще строимся 1,5 года, нам достаточно 15. Эти 15 будут лежать на техническом счету, escrow счет по-другому называется, до момента, пока он не сдаст определенный этап. Только потом он получает твои пару процентов, и потом ты платишь следующие 15%, например. То есть разбито все на такие... Да. Благодаря этому ты получаешь уже какой-то результат, ты не платишь застройщику все деньги, а потом построит, не построит. Да? Ты получаешь коробку, сначала яму, потом коробку, потом окна, потом внутреннюю отделку, по чуть-чуть ты это оплачиваешь, а застройщик по чуть-чуть возвращает свои деньги, которые он уже вложил в стройку. Да, благодаря этому это полностью безопасная схема. Но она похожа на дубайскую, например. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. А как законодательно еще как-то Польша и государство вмешивается в эти процессы? Там, страхует как-то, гарантирует что-то. Знаешь, как есть с депозитами в банке? Есть депозит минимальный, который в случае чего государство покрывает. Насколько знаю, нету такого. Просто сами законы так устроены, что застройщик не получает твоих денег, они просто висят на техническом счету, они твои до момента, пока застройщик не отдаст этот этап, не сдаст его, и какая-то комиссия специально его не подтвердит. Да. И в случае, если мы дошли там до этапа 80% постройки дома, да, и он в этот момент банкротится, то он просто чаще всего возвращает деньги со своих, да, грубо говоря, а дальше сам уже решает вопрос. Или по-другому. Например, квартира, которую я себе купил еще давно, я ее купил, она была условно проблемной. Там застройщик как раз построил 4 дома, а мой дом 5-й в этой инвестиции. И он отличается даже по цвету. То есть там все дома синие, мой такой серенький. Потому что как раз когда уже была коробка возведена, умер
умер главный директор, там, главный соучредитель, и начались какие-то споры. То есть там его сын претендовал на компанию, кто-то еще, какие-то кредиторы и так дальше. Дом простоял лишних 2 года, просто ничего по нему не делалось, но в итоге его все-таки начали, только потом открыли эти продажи, и кто-то другой выкупил, тот застройщик, который уже закончил эту стройку, и мы уже у него покупали. Дом продался полностью, там нормально живут люди, его достроили. Единственное, чем он отличается, это цветом отделки, потому что там по какой-то причине условно поменяли последние вот эти моменты по дому. И в данном кейсе выкупила просто другая компания это строительство, Да. и продала его там, доделала проект и продала его Да, дороже. они доделали в основном вот элевацию, это, как это по-русски сказать, элевация? Лифты или что? Не-не, элевация — это Я не внешняя знаю. отделка. Они доделали внешнюю отделку и внутреннюю отделку, условно там пошпаклевали квартиры, подъезды, поставили плитку, провели там лампочки, повкручивали, вот это они доделали. В Украине, в наших странах есть риск, даже знаешь какой? Он не связан с недостроем, а с тем, что застройщик возьмет деньги и не построит, то есть пропадет. Риск пропажи. Что в таком случае? Есть ли тут такой в Польше риск? Наше агентство недвижимости его найдет. Смотри, нету, потому что застройщик не получит твоих денег. В этом вся штука. В этом и суть. Да. Застройщик не получает твоих денег, пока не сдаст первый этап. Он получает деньги потом за первый этап. Потом он сам за свои строит второй этап, и только потом ты ему платишь за это. То есть так это выглядит. То есть то, что ты даже переводишь деньги застройщику, они лежат на банковском счету не застройщика. Они лежат на банковском счету банка. Застройщик их не видит, он не может их взять, ни копейки не получит, пока банк ему не переведет. Вот это вот геймченджер, я думаю. Да, это есть, собственно, то, благодаря чему покупка становится очень безопасной. И то, благодаря чему недвижки на первичном рынке тут не хватает, потому что поляки, в основном это покупатели поляки, 95% всего рынка — это поляки. То есть они вообще не боятся покупать первичку. Купить первичку — это как пойти в магазин за хлебом. Магазин за хлебом даже опаснее, да, потому что кого-то встретишь по дороге. Да. Смотри, риск затягивания сроков, да, пообещали там за год-два построить. Я живу на съемной квартире, уже подписался на кредит на 30 лет, а дом все не построился. Да, есть такой риск. Он был во время ковида, затягивали до полугода выдачу квартиры. Но если мы не берем во внимание вот ковидную эту всю историю, до этого и после этого застройщики обычно срок вот день в день сдают объект. А у них есть иногда санкции даже штрафные, может быть? Да, в договоре прописаны санкции, там небольшие небольшие штрафные санкции до 4%. И плюс ты всегда, если застройщик сильно затягивает, ты всегда можешь выйти с договора, даже если дом построен. То есть у тебя всегда есть право выйти с покупки, и он тебе должен вернуть деньги вместе с этим штрафом. Если он затянул по его причине. Да, если он затянул, да. И из практики, из того, что мы видим, они или день в день сдают эти объекты, или даже на месяц, на 2 раньше могут сдать и дать тебе даже такое условно устное разрешение войти в эту квартиру, начинать даже какие-то подготовительные ремонтные работы. Даже до того, как ты уже получаешь ключи. И они это делают для того, чтобы иметь классную репутацию на рынке, да, и плюс, объект построили раньше, получим раньше последнюю постоплату. Правильно? Они же им точно невыгодно затягивать со стороны финансовой. Да. И в том числе объект раньше сдается, репутация у застройщика хорошая. Да, классно, спасибо. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.